Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на канале Идеальный круизер мы с вами будем анализировать с точки зрения технических параметров яхту Nautica 40. Годы выпуска 1984-1993. На яхте именно этой модели в настоящий момент совершает свое путешествие семья Клочковых, известная как Travel Family. На своей яхте Lady Mary Nautica 40 1988 года постройки известные путешественники и блогеры обошли уже полсвета и побили несколько рекордов. Их YouTube-канал заслуженно завоевал сердца зрителей интересными репортажами и профессиональным подходом. И вначале, как обычно, история верфи. Силтала Яхтс, семейная верфь, создана в 1961 году. С 1961 по 2005 годы верфь называлась Силтала Яхтс. В 2005 году верфь сменила имя на Nautica Яхтс. Основателем компании является Пенти Силтала. Его первой лодкой стала 33-футовая парусная яхта Nautica 33. С нее началась история верфи, впоследствии ставшей одной из самых известных в мире. Проект яхты создал финский инженер Вилja Арнипала. По мере роста популярности Nautica 33 и роста компании, естественным результатом стал спрос на лодки большего размера. Были созданы Nautica 44 и Nautica 36. В 1975 году родился еще один моторный парусник Nautica 38. До 1980 года в ассортименте верфи были также небольшой моторный парусник Mini Cat 25 и килевая лодка длиной 7,5 метров под названием GT Крисав. Интересно, что Крисав – это шведское слово и переводится как крейсер или круизер. Вероятно, название выбиралось с прицелом на основного потребителя. В начале 80-х годов был запущен Nautica 52. Это была самая большая яхта, построенная верфью. За ней последовали Nautica 43 и Nautica 40. Все три яхты были созданы с участием знаменитой американской компании Sparkman & Stephens. Некоторое время в начале 80-х завод производил также обычные парусники серии Nautica S, такие как S300, S320, S340 и S380, которые сначала назывались Finsailor и были переименованы в Nautica, когда Nautica Yacht купила формы и права на эти яхты. В конце 1986 года верфь представила собственный дизайн, который быстро стал успешным. Это был Nautica 35. Все яхты, начиная с модели 35, были спроектированы Каем Густавсоном. Еще больше внимания было уделено улучшению ходовых качеств. При этом были сохранены традиционные ценности Nautica, такие как уютный деревянный интерьер, закрытая теплая рулевая рубка, безопасные и хорошие общие характеристики. До Nautica 35 традиционным способом оснастки лодок был кетч. Начиная с этой модели, верфь стала выпускать лодки как с парусным вооружением кетч, так и с парусным вооружением шлюп. Ободренный успехом модели 35, дизайнер Кай Густавсон спустил на воду Nautica 32 в 1990 году. В 1993 году Кай Густавсон, уже являясь управляющим директором, представил Nautica 39. Эта яхта получила улучшенные характеристики корпуса и более эффективную форму киля и пера руля. В 1995 году за моделью 39 последовала Nautica 42, предлагающая ту же концепцию, что и 39-я модель. Лодка сразу же стала популярна как в Европе, так и в США и в Азии. В конце 1996 года был построен первый Nautica 515. Эта красивая яхта представляет собой уникальное сочетание характеристик безопасности, комфорта, стиля и мощности. 515 – первая яхта Nautica с центральным кокпитом. Также предполагался вариант кокпита в средиземноморском стиле. В 1997 году была модифицирована модель Nautica 33.
новая яхта получила полностью новый корпус и палубу и была переименована в Nauticat 331. В 1999 году также была модифицирована яхта Nauticat 32, получившая название Nauticat 321. С 2002 по 2018 годы верфь выпустила следующие модели. В 2002 Nauticat 37, в 2005 Nauticat 385, который пришел на смену легендарному Nauticat 39. В 2005 году Nauticat 351, который является улучшенной версией Nauticat 35. В 2009 году новый Nauticat 441. Летом 2010 года был запущен Nauticat 525. В 2018 году, после нескольких тяжелых лет, владельцы Nauticat были вынуждены объявить о банкротстве. Верфь расположена на юге Финляндии, в Риехикоски, неподалеку от Турку. За годы деятельности Nauticat построила более 3000 яхт. И как было написано на сайте верфи, благодаря своей надежности, мореходности и нацеленности на длительное плавание, Nauticat представляет собой превосходные круизеры, подходящие для путешествий практически в любых климатических зонах. Мотосейлеры Nauticat выбирают в основном те яхтсмены, кто никуда не торопится. Традиционность финских крейсеров Nauticat по определению не предполагает больших скоростей. С другой стороны, качество строительства Nauticat подтверждается наличием значимого числа этих яхт на вторичном рынке. На канале «Идеальный круизер» мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Итак, Nauticat 40. Годы выпуска с 1984 по 1993. Материал корпуса GRP. Тип парусного вооружения Ketch. Тип киля Fin-Keel. Руль Skeg Rudder, то есть перо руля со скегом. Дизайн Sparkman & Stephens. Длина корпуса максимальная 39,37 фута. Длина корпуса по КВЛ 32,81 фута. Ширина корпуса максимальная 13,12 фута. Осадка 5,8 фута. Водоизмещение 30 865 фунтов. Площадь парусности аж 1183 квадратных фута. Пока это самая большая площадь парусов из всех рассмотренных нами яхт. Пробежимся по индикатору. Зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. И несмотря на значительное водоизмещение, значение этого фактора для Nauticat 40 весьма высокое – 19,32. И это, конечно же, за счет большой площади парусов. Это плюс за условный драйв. То, что значение больше, чем у эталона, говорит о том, что площадь парусов вполне могла быть и меньше, без ущерба для режима круизного плавания. А, например, замена парусов обошлась бы несколько дешевле. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 390,12 также больше, чем у эталона. Лодка с одной стороны слегка тяжеловата, но это плюс к комфорту как к условному на нашей шкале, так и к вполне реальному в море. Давайте посмотрим на фактор комфортности. И как мы и ожидали, значение 44,5 это больше, чем у эталона, и это больше, чем у Halber Красси 42F.
А вы, конечно, помните, что чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Риск опрокидывания. В соответствии с формулой наибольшее значение имеют ширина корпуса и вес. Широкие лодки обеспечивают волнам большее плечо рычага для раскачивания, а чтобы опрокинуть легкую лодку, нужно затратить меньше усилий. Наиболее подверженными риску опрокидывания считаются лодки с широким корпусом из-за их пониженной способности к выпрямлению после переворота и лодки с малым весом из-за их резкой реакции на большие волны, как результат низкого момента инерции. В нашем случае значение равно 1,62, что даже меньше, чем у эталона, и это плюс в зеленую зону. Фактор балласта. Это один из показателей устойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 0,31 говорит, что в данном случае отдано предпочтение устойчивости формы, а не устойчивости веса. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Эталонный показатель равен 3,4. Для Наутикат 40 этот показатель равен 3. Это означает, что лодка относительно широкая, плюс к условному комфорту. Скорость корпуса. Расчетная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае она равна 7,68 узла, что выше, чем у идеального круизера, плюс в сторону условного драйва. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Наутикат 40 значение равно 1,12, что выше, чем у эталона. И интересно то, что эта лодка имеет относительно большое водоизмещение для своей длины, но площадь парусности избыточна, что и дает такое значение этого фактора. Плюс в сторону условного драйва. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Значение 1 902 833,73 фунта умноженное на фут квадратный – это значительно больше, чем у эталона, и это хорошее значение для круизной яхты, плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем устойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. Лодки с периодом меньше 4 секунд считаются чрезмерно устойчивыми, а с периодом больше 8 секунд – валкими. Для Наутикат 40 период равен 4,72 секунды, что близко к эталону. Показатель устойчивости. Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на устойчивость. Устойчивыми считаются лодки со значением до единицы, валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 1,18 говорит о сбалансированности яхты, плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Наутикат 40 значение ускорения бортовой качки равно 0,5. Это отличное значение и находится в зоне значений, не оказывающих влияния на человека. Подведем итог по Наутикат 40 1984-1993 годов выпуска. Рейтинг идеального круизера для Наутикат 40 по набранным баллам 8,98.
Перед нами лодка с относительно большим водоизмещением, но при этом с хорошей парусностью. Лодка относительно широкая и комфортная в движении. По всем техническим параметрам это однозначно прекрасная круизная яхта. В рейтинге на данный момент Nauticat 40 занимает третье место, разделяя пьедестал с Halber Crassi 42F и Trintella 4. В следующих выпусках я буду рассказывать о яхтах очень известных брендов и не очень известных. Будут даже очень неизвестные, но интересные бренды. По ценовой категории я буду ориентироваться в первую очередь на хорошие и относительно недорогие лодки. Наверное, будут и дорогие, но интересные модели. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный Круизер.